Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Некоторые поклонники Like a Dragon давно хотят поиграть за Кадзуму Кирью и других персонажей серии Tekken или Street Fighter в самой Like a Dragon. Однако представитель Sega относится к идее подобных кроссоверов без энтузиазма. Похоже, в свою вселенную героев файтингов он не пустит. Журналист Polygon пообщался с продюсером Like a Dragon Масайоши Йокоямой. Тот, по его словам, предпочел бы, чтобы герои Якудза появлялись в других развлекательных форматах. Например, в грядущем сериале Like a Dragon от Amazon, но не в игре. Кстати, предшественник Йокоямы, Тошихиро Нагоши, тоже отвергал просьбы о кроссоверах с файтингами, но по иной причине. Он не хотел видеть, как Кирью бьет женщин. Стоит отметить, что сам Кадзума все-таки заглядывал в другие игры. Он стал гостевым гольфистом в Hot Shot Golf World Invitational, а также засветился в Project X Zone 2, Persona 5 Dancing in Starlight и Super Monkey Ball Banana Mania. Фанаты Half-Life 3 активизировались. Кажется, они нашли признаки того, что продолжение легендарной серии действительно разрабатывается. Дело вот в чем. На сайте актрисы Наташи Чендель нашли занимательную строчку. Она приложила руку к Project White Sand, или же Белые пески от Valve. Сооружение с таким же названием есть в Нью-Мексико, где происходят события первой Half-Life. Ну, понимаете? Вот же связь! В настоящее время сайт актрисы недоступен, но пользователи успели наделать скриншотов. Там, правда, кроме этого неизвестного проекта и прошлых ролей Чендель ничего не указано. Она подарила свой голос героям Starfield и Valorant, но кого именно она озвучила в «Белых песках», неизвестно. Кроме сайта актрисы, Project White Sand высыпался и в других точках интернета. Блогер Тайлер Маквикер, который дотошно исследует подноготную Valve, собрал песок везде, где можно было, и сделал вывод, что, цитата, «похоже, HLX — это полноценная игра по Half-Life не для VR». Конец цитаты. Кодовое название HLX обнаружили еще в 2021 году. Скорее всего, под этими буквами пряталась эта самая White Sands, а начали заниматься ей за полгода до этого, в 2020. Один из бывших дизайнеров Valve указал, что трудился над неанонсированным проектом с 2020 года, вплоть до своего ухода в 2023. А еще инфу об игре обнаруживали в коде Dota 2 и Counter-Strike 2. Там упоминался защитный костюм HEV для протагониста HLX. Там же натыкались на название Zendariel. Это отсылка к вырезанной из Half-Life Alyx функции. Маквикер также уточнил, что Белые пески никак не связаны с геройским шутером Deadlock, который еще, кстати, не анонсирован, но инфа о нем уже течет из всех щелей интернета. Фанаты тем временем распределились на два лагеря. Одни верят, что Valve корпит над продолжением франшизы, в то время как другие отнеслись к утечке и материалу Маквикера со скепсисом. А к какому лагерю относитесь вы? Пишите в комментах. Кстати, лучше на сайте. Студия Weappy, известная по дилогии This is the Police, сейчас делает не только симулятор грязного Голливуда, но и красочный платформер The Eternal Life of Goldman, выполненный в духе классической мультипликации. Как пишут авторы, новая игра — яркое и в то же время мрачное приключение, которое объединяет вместе легенды, сказки и мифы. Ваш персонаж прибывает в архипелаг, чтобы убить божество, мистическое существо, о котором все говорят, но которое никто не видел. Цитата. «Все элементы работают на то, чтобы от приключения перехватывало дух и щемило сердце», рассказывает студия. В геймплее постарались отойти от клише. Платформинг сложный, требующий точности, но никогда не скатывающийся до зазубривания цепочки нажатий с дотошными таймингами. Исследование поощряется, но игра никогда не заставит вас бэктречить, чересчур часто возвращаться в уже пройденные места. Короче, фанатам платформеров, видимо, стоит обратить внимание на игру. Даты релиза у The Eternal Life of Goldman пока нет, но заявлены платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Среди языков — русский, украинский и белорусский. Неподалеку от THQ Nordic Digital Showcase на сайте MVideo появилось интервью с сотрудниками издательства, которые занимаются ремейком Готики. Они раскрыли ряд подробностей об игре, в том числе такие, которые касаются русскоговорящих пользователей. Подробности можете почитать в заметке на сайте, но озвучу некоторые моменты. В ремейке хотят сохранить атмосферу оригинала, темную, опасную и мрачную. Собираются закрыть множество сценарных дыр. Сюжет останется прежним, но приобретет больше веса и смысла, а также
более плавно подведет ко второй готике. Дальше. Мир ремейка примерно на 30% больше оригинала. Пропорции лагерей стали ближе к реальности, а новый лагерь и лагерь сектантов плотнее наполнены контентом. Про геймплей. Когда в 2019 году выходил играбельный тизер, фанаты в отзывах особенно просили не вносить в ремейк геймплейных упрощений. Разработчики называют эту просьбу одной из важнейших. Боевая система ремейка вдохновлена оригиналом, но осовременена и усовершенствована. Путь мага расширят, чтобы можно было пройти игру за чистого мага. И вот инфа про другие элементы игры. Музыка в ремейке условно поделена на трети. Первая — темы из оригинала, прошедшие ремастеринг для современного качества. Вторая — вариации тем из оригинала. Третья — совершенно новая музыка, в том числе для локаций, где в оригинале музыки вообще не было. И приятно, что в ремейке будет озвучка на русском. На данный момент планируют привлечь как можно больше актеров, которые участвовали в официальной локализации оригинала. Даты выхода у ремейка Готики до сих пор нет. HBO подготовила обзорный трейлер своих грядущих премьер, среди которых затесался и второй сезон The Last of Us. Тизер сериала длится примерно полминуты. За это время зрителям показали как знакомых героев, так и новичков. Вставить видео в инфакт я не могу, но заинтересованные обнаружат трейлер в заметке на сайте. В тизере перемешали фрагменты, взятые из The Last of Us Part 2, например, момент из вечеринки в Джексоне, а также новые сцены, которые в играх не встречались. Похоже, как и в случае с первым сезоном, авторы адаптации расширят историю, чтобы сделать ее более глубокой. Ранее шоураннеры обсуждали подобное решение. Они подчеркнули, что им не обязательно след в след шагать по стопам видеоигр. Второй сезон «Одни из нас» намечен на 2025 год. В июне Крейг Мейзен и Нил Дракман подтвердили, что в продолжении будет 7 эпизодов, то есть меньше, чем в первом сезоне. Но одна из серий станет, как говорят, довольно продолжительной. Такой же продолжительный, как список хороших игр, которые вы могли пропустить в июле. Кирилл Волошин подготовил ежемесячный материал, где вы, возможно, обнаружите для себя пару занятных проектов. Ставьте лайк, подписывайтесь и хорошего вам вторника. Пока!